вам напомню, что было в предыдущей серии. Я участвую в местных забавах, но в итоге попадаю не туда. Очень даже неплохо. Но зато потом прохожу курс реабилитации. Выглядит немножечко как похоже на пытки, но на самом деле это очень классная процедура. А уже в этом выпуске вы узнаете, как попасть на аудиенцию к королю. Да, я тоже думала, что для этого нужны как минимум манеры, наряд и 6 месяцев ожидания. А оказалось, достаточно просто приехать в местный санаторий. И там тебе настоящий король. Правда, по совместительству он еще и Санта-Клаус. А вообще пенсионер. Добро пожаловать в Венгрию. Мы на озере Балатон. Это жизнь других. Для тех, кто невнимательно смотрел и слушал первый выпуск, я напомню, что озеро Балатон находится в Венгрии. И кроме того, что оно просто большое и красивое, это еще и любимое направление для внутреннего туризма. Но сразу оговорюсь, что если и вы задумаетесь сюда ехать, то лучше делать это в теплую пору года. Туристы и местные купаются в озере с весны и иногда даже до поздней осени, потому что тут не глубоко, и поэтому озеро прогревается очень быстро. Возможно, даже быстрее, чем гуляш. Едут сюда преимущественно за оздоровлением, так как в этом регионе сотни термальных источников. Да что там, говорят, и сама вода в озере буквально лечебная. Но мы традиционно будем смотреть не только на то, как люди оздоравливаются, но и на тех, кто оздоравливает, то есть на местных. Таких, как, например, Ёжев, который каждый божий день с утра до вечера стоит над кастрюлями, чтобы приготовить для гостей самые вкусные... Нет, что именно, сразу не скажу, потом узнаете. Или как Иштван, который хлебом не корми, а дай покрутить педали. Кстати, он на этом еще и зарабатывает. А еще мы посмотрим, как живет Эстер, которая из одного единственного растения может сделать практически все, что угодно. Но обо всем по порядку. А порядок у меня такой. Сначала надо выпить кофе. Я приезжаю в разные страны, и так как я очень люблю кофе, всегда проверяю, какой кофе и сколько стоит. Вот тут стоит 780 форинтов. Ну, в барчик я зашла. Очень даже неплохой. Макиато. А дорого это или нет, решайте сами. Тут еще обязательно надо отметить, что я приехала в курортный город, то есть цены здесь по определению выше, чем в городах подальше от озера. На сегодняшний день я точной статистики не знаю, но до ковида наш город Хевес был вторым самым дорогим городом Венгрии после Будапешта. И это, на секундочку, в городе на 5000 человек населения. Опять же напомню из первой серии, что средняя зарплата у местных около 1000 евро в месяц. По моему личному мнению, с таким окладом можно себе позволить кофе за 2 евро. А после кофе, как и полагается, стакан воды. Это здесь бесплатно и практически в каждой гостинице. В общем, здесь место, именно, знаешь, какое-то волшебство. Сюда заходишь, похудела, сюда заходишь, похорошела. Вот так вот проходишь мимо вот краника какого-то несчастного. А на самом деле это не просто краник. Это, говорят, идешь вот это такая, вот как мои операторы ходят обычно вот такие. И так вот раз, какая-то живительная вода. Выпиваешь ее, и вот так сразу у тебя энергии много, все, пошли. Как вы уже поняли, я в санатории. Если вы смотрели первую серию, то уже знаете, что без оздоровительных процедур здесь, ну, никак.
Их тут десятки в каждой гостинице, и все разные, и все полезные. Девочки, я нашла самого главного доктора для всех женщин мира. Это доктор, который правильно учит людей худеть. Что нужно самое первое для того, чтобы человеку похудеть? Для начала надо реально этого захотеть. Подожди, ну знаешь, когда вот я сижу в баре утром и заказываю себе круассан с кремом, кофе с сахаром, у меня в голове тоже, я думаю, ой, так хочу похудеть, вот только сейчас съем вот этот круассан и начну худеть. Ну, если уже заказала себе круассан, значит, не очень-то и захотела ты похудеть. Хорошо, а какие у вас есть процедуры вот здесь, в вашем комплексе, для того, чтобы вот комплексно начать человека заставлять худеть? Самый, пожалуй, интересный инструмент для похудения у нас – это криосауна, которая выводит шлаки из кожи. Естественно, для любой процедуры нужны медицинские назначения. Перед любыми манипуляциями, даже перед тем, как в бассейне плавать, мы обязательно осматриваем человека и составляем его карту. Сколько времени находиться здесь и делать эти все процедуры, чтобы был результат, чтобы я увидела, что 100 грамм у меня ушли? Да буквально уже после первого раза заметно. Так, а я остаюсь? Что я еще буду-то делать? И вам тоже советую. Выглядит эта криосауна как капсула внутри космического корабля, где тебя хотят заморозить на ближайшие десятки лет, чтобы потом разбудить на новой планете. Даже не знаю, могла бы я туда залезть, но народ в очереди стоит. Холод пошел мне. Ну как вы? Отлично. А вам было не холодно? Нет, прохладно только в конечностях. А вы сколько раз уже ходили? Это уже 4-й. Ну вы уже похудели хоть чуть-чуть или нет? Да, уже пара килограммов ушли. Вот так вот, девочки, заходишь туда пышкой, а выходишь стройной мартышкой. Но раз уж мы заговорили о медицине, давайте же узнаем, как это устроено и для местных тоже, а не только для туристов. Медицинское обслуживание в Венгрии гарантируется обязательным медицинским страхованием. Стоимость страховки – 13,5% от дохода. Вокруг Балатона десятки маленьких городов. Практически в каждом есть приемная терапевта, куда можно обратиться. Если терапевт решает, что нужен осмотр профильного врача, то направляет в больницу. Больницы есть уже в городах покрупнее. То же самое касается и родов. На Балатоне все городочки очень маленькие, поэтому в них нет роддомов. И если вдруг роды начинаются, надо ехать более-менее городочек побольше. Там уже есть роддом. И там уже, пожалуйста, иди и рожай сколько хочешь. Роды в Венгрии также полностью покрываются страховкой. За каждого ребенка от государства полагаются выплаты и разные льготы. Причем с каждым новым чадом уровень выплат растет. Например, за третьего семья может получить примерно 30 тысяч евро на покупку недвижимости. При этом аборты у нас запрещены законом, а избежать незаконных абортов государство старается разными методами. Например, возле каждой больницы есть инкубатор, куда можно положить нежеланного ребенка анонимно. Тогда его заберет на попечительство государства, и дальше он будет кем-то усыновлен. Так было спасено уже очень много детей. Это, конечно, ситуации очень редкие, а в большинстве случаев, как и во всем нормальном мире, детям здесь очень рады, и рождение каждого малыша празднуют всей семьей, но со своими нюансами. Тут есть очень потрясающая традиция. Когда женщина рожает ребенка, вот это все, вот этот мучается, страдает, понимаешь, наконец-то все это произошло, и все идут поздравлять кого? Правильно, отца. Ну а что? Кого ж надо еще поздравлять? Да, есть такой момент. Празднуют и гуляют в основном мужчины. Просто женщины в это время больше заняты детьми. Но, к слову, о празднованиях хочу отметить, что местные мне показались людьми довольно спокойными. Уж не знаю, это у них характер такой от рождения или, может, есть какие-то местные успокоительные факторы. Самые сильные успокоительные, что вы можете найти возле Балатона, это лавандовые поля.
Ведь известно, что лаванда расслабляет и успокаивает человека. А мы ее здесь сами выращиваем, так как она очень любит вулканическую почву, а тут именно такая. Я пришла на лавандовую фабрику, где делается, я думала, я знаю, что крем делается из лаванды. Но, во-первых, я пришла в юбке цвета лаванды. Я подготовилась хоть чуть-чуть. Но это не важно, ребята. Здесь, вы не понимаете, делаются свечи. Я думала сначала съесть это десерт. Это никакой не десерт, это свечи. Это джин из лаванды. Это настойки из лаванды. Это масла из лаванды. С маслами как бы так все понятно. Это тоники из лаванды, крема из лаванды, крылья с веточкой лаванды, не знаю почему, букет лаванды. Тут посмотрите, какой огромный выбор всего из лаванды. Шоколад, конфеты, масла. Но самое главное, я лично была в шоке. Тут есть кофе с лавандой. Конечно, это кофе, да и все остальные продукты не из самой лаванды, а с добавлением лавандового масла. Но конкретно с кофе интересно, как это работает. Получается, что и бодрит, и успокаивает одновременно. О, Привет, Жанна. hello, тут такой аромат. То есть и здесь вы делаете фиолетовые кубики? Это мыло. А тут такие штуки, как на гитаре. Это вы закручиваете. А это, чтобы его нарезать. Нажимай. Вот за эти ручки. Сильно-сильно нажимай. Сильно надо нажимать. Жик. Сильнее, сильнее. Как это так? Не получается. О, Господи. Ну, давай я. Давай сама. Сам будешь играть. Так это надо качаться в зале для того, чтобы это сделать. Ого, ничего себе. Все, Посмотри. посмотрите. Ой, как интересно, я как будто в домике у Барби. Почему я так подумала, не знаю, но вот так. Чтобы вы понимали, порядок цен: 100 граммов вот такого мыла стоит 5,5 евро. 50 граммов крема для рук – 6 евро. А бутылка пива с ароматом лаванды – 3,70. И да, есть здесь даже пиво. А скажи, вот ты дома пользуешься мылом, гелем, духами, все из лаванды у тебя дома? Да, практически все. И крема с лавандой, и ем много всего с лавандовым маслом. Это полезно. В год мы производим 260 литров лавандового масла. Именно его и добавляем в самые разные продукты, которые продаем. Их вы можете найти не только у нас, но и в разных магазинах вокруг озера. Также сотрудничаем с разными ресторанами. Кстати, а ведь я еще ни разу не была в местном ресторане. Пожалуй, обед – это самое лучшее время исправить эту ужасную оплошность. Еще же хочется узнать, а что здесь такого необычного могут приготовить? Так, Йозеф, что мы будем сегодня готовить с тобой? Гуляш. Как неожиданно, гуляш в Венгрии. Ну ладно, с выбором блюд Венгрия не удивила, но зато сейчас узнаем рецепт настоящего местного гуляша. Народ, будьте готовы, берите ручки и записываем. Вы наверняка знаете, что гуляш – это специи, паприка и, конечно же, тушеное мясо. Готовится это блюдо минимум 2,5-3 часа. Так, стоп, все, я наготовилась. Откладываем ручки, народ, рецепт в интернете найдете. Я за 2,5 часа, знаешь, сколько дел уже сделаю. Давай тогда, забрасываем, и я пошла ждать. Вот это я люблю. Если планируете поездку в Венгрию, рекомендую вам компанию «Тысячи дорог» Travel International. Это ведущий туроператор Венгрии, который предлагает экскурсионные программы, медицинский, деловой и VIP-туризм здесь, в Венгрии, и в соседних странах. У компании собственные отели в Будапеште и на термальных курортах. Свой большой автопарк, контакты с ведущими гостиничными сетями, выгодные предложения и конкурентоспособные цены. В общем, эти ребята знают, как организовать качественный отдых. Ссылки в описании. Пока гуляш готовится, нагуляем аппетит. А нагуливается он здесь довольно легко, кстати.
Просто садишься на местный транспорт и едешь. Тут очень популярен вид транспорта, как велосипед. Но если что-то вдруг в дороге случается с велосипедом, не с велосипедистом, с ним, слава богу, все хорошо, то есть вот такие, как это вот, будки симпатичные, где вот тут привязаны любые инструменты, которые могут понадобиться велосипедисту. Ну, я из этого могу только понять, что такое вот отвертки. Все остальное я бы не поняла, что это такое. Но люди, велосипедисты умные, они, скорее всего, разберутся. Починят и едут дальше. Тут даже есть вот насос, если колеса. Ну, в общем, короче, не пропадешь. И еще можно и поджиматься. Ну, нельзя. А вы что думали, местный транспорт – это поезда или автобусы? А нет, о них я уже рассказывала в первой серии. Теперь пришла очередь велосипедов. Крутить педали у нас любят как местные, так и туристы. Но если туристы приезжают просто покататься и посмотреть на виды, то у нас, у тех, кто живет вокруг озера, целая комьюнити людей, которые следят за велодорогами, велотрассами, станциями самообслуживания и так далее. Тут на велосипеде катаются все. На велосипеде на работу, в магазин, даже на экскурсию тоже люди ездят на велосипеде. И вот так вот они в аренду стоят везде. Взял, заплатил, конечно, и поехал. По дороге на работу я, кстати, одного велосипедиста и поймала. А у вас есть машина? Да, конечно. А вы чаще ездите на машине или на велосипеде? Я всегда на велосипеде. Разве что надо куда-то быстро доехать или что-то тяжелое перевезти, тогда да, беру машину. Но это просто вам нравится, да? А не потому, что это удобнее или дешевле? Да, конечно. Но это 2 в 1. И приятно, и удобно, и даже полезно. Получается 3 в 1. Вокруг Балатона более 200 километров велосипедных дорог. Везде отличное качество покрытия, оборудованы специальные остановки. Словом, ездить на велосипеде здесь одно удовольствие. Цена аренды велосипеда от 6 до 26 тысяч форинтов за день. Зависит от качества велосипеда. Но это больше для туристов. У местных, конечно, есть свои двухколесные друзья. Я езжу на велосипеде при любой возможности. Обожаю свой велик. Мы выезжаем с семьей почти каждые выходные. Живем в такой красоте. Как тут не кататься? А у вас есть знакомые, которые не умеют ездить на велосипеде здесь? Нет, таких нет. А если и встречу, то обязательно научу сам на велике кататься. Приезжайте к нам. У меня столько знакомых, кто не умеет кататься, включая меня. Ну окей, все, тогда не задерживайте, опаздывайте на работу. Хорошо. Я, кстати, тоже опаздываю на работу. А сейчас моя работа – это есть гуляш. О, спасибо. Пожалуйста. Все трясется, как будто я на природе на костре, так сказать. Итак, начинаем. Стреляет. О, Господи. Так, ребят, как-то я так растерялась. И инструкцию нужно давать для... а может, надо вылить его? Мой оператор говорит, что я кукулюлю, потому что надо было сделать это, оказывается... Ну, тут неудобно это делать. Ну, ладно. Пол программы будем сейчас доставать отсюда гуляш и перекладывать, переливать его в мою тарелку. Короче, я еще и одной ложки не попробовала, а уже могу сказать, что венгерская кухня – это сложно. Венгерская кухня – это просто. Это просто мясо, много специй и побольше паприки. Ну, есть еще овощи, но это уже индивидуально по вкусу. В общем, инструкция к применению должна прикладываться, потому что иначе, ну, видите, я не поняла. А раз я не поняла, значит, кто-то еще тоже не поймет. Значит, принесли вам гуляш, вы его делаете вот так. Костер горит. Ну что, пробуем?
Венгерский гуляш. Можно добавить острую аджику, но я не очень люблю острую аджику, поэтому я не добавляю. Вы знаете, как насыщенный очень вкус мясного супа. Как-то отдаленно, мне кажется, он даже похож какой-то на какую-то такую солянку. На солянку, в которой очень много паприки. Однако хочу отметить, что несмотря на количество, она вкус совсем не портит, а наоборот дополняет. Очень даже вкусный. Не острый, не соленый, не перченый, не кислый. Все, как я люблю. Хочешь? А мне нравится. Выключай камеру, дай поесть. По ресторанам у нас народ ходить любит. И не только за вкусной едой, но и за общением, конечно. Да и цены здесь, не сказать, что большие. Средний чек в местных заведениях 8-10 тысяч форинтов. Так, ну по традиции калории теперь надо выгулять. Вот только погода не для прогулок. Отель Лотос Термо – это курортный отель на термальном курорте Хэвис с потрясающим спа-комплексом. Здесь очень уютные и красивые номера, в том числе люксы с джакузи на террасе. А также знаменитая венгерская кухня, лечебный бассейн, спа-процедуры, массаж и лечебные ванны. И, что для меня важно, своя косметическая студия. Ссылка в описании. Хоть бери и иди на урок физкультуры. Спорт – это жизнь, как говорят. Смотри, они меня обгоняют, я тебе сейчас дам. Стойте, я за вам... Знаете, когда есть выбор, и ты можешь в любую минуту уйти из этого спорта, это так классно. Пойду выпью кофе. Вот только кофе у нас в школе нет. Столовая через дорогу. Ясно, понятно. Ну ладно, со столовым мы еще разберемся, а пока посмотрим школу. В школе у нас дети находятся с 8 утра и до 4 часов дня. За опоздание мы не наказываем, но все они суммируются, и если в общем набирается 1 час, тогда мы уже разговариваем с родителями. Знаете, в городе Хэвис это единственная школа. И здесь учатся около 300 детей. Места всем хватает, любой желающий родился, вырос, в школу пора. Пожалуйста, приходи. Будешь висеть на стенде когда-нибудь. Школа, естественно, бесплатна. И так как она на весь город одна, то и детей сюда берут всех. В целом мне очень нравится. Яркая, светлая, широкие коридоры. Навевает приятные воспоминания о собственном детстве. Ой, я так все люблю, вот эти все ваши романтические детские вот эти игры. Вот такой тоже стенд. И тут у них намечается какой-то праздник, дискотека какая-то в школе. Ну, у меня тоже так, что-то было 100 лет назад. Вот тут в этом конвертике лежат бумажечки. Ты достаешь эту бумажечку и пишешь, например, что для Натальи песня «Руки вверх», там, я не знаю, «Крошка моя». Поставьте. И потом, когда начинается дискотека, диджей вытаскивает все эти бумажки и говорит: а сейчас для Наташи группа «Руки вверх», и все танцуют. Ну, как, знаешь, концерт по заявкам. Ой, все отстегнулось. Но самым интересным здесь мне показалась столовая, которая реально через дорогу, вообще отдельно от школы. Со стороны никогда и не скажешь, что они, в принципе, как-то связаны. А сейчас, когда началась большая перемена, я, как и все дети, которые уже вышли, идем в столовую. Вы не поняли? Да. Чтобы зайти в столовую, нужно выйти из школы и куда-то идти. Вон я вижу. Вот так вот ты со школы выходишь, чтобы поесть, идешь в столовую. А если дождь, если снег, если ветер, ну что это за удовольствие такое? Ну идем посмотрим. То есть вы так со школы ходите сюда? Вы не устаете ходить? Я устаю.
О, это сегодняшний обед, да? Значит, тут у нас что? Бульон, рис с мясом и... А что это такое? Это капуста в томатном соусе. Ты любишь капусту? Я даже выговорить это слово. Капуста в томатном соусе. Ты любишь такое, да? Да, люблю. И математику любишь? Ну, капусту люблю больше. Так, а у вас много детей заказывают такое блюдо, капусту в томатном соусе? Да почти все. Венгерские дети другие. А, так у нас же программа «Жизнь других». У нас все мамы и повара очень вкусно готовят капусту. Поэтому мы ее едим чуть ли не каждый день. Я чаще всего ем квашеную, она лучше всех. Какое у тебя самое любимое блюдо, которое вот тут было? Наверное, паста карбонара. А вы каждую неделю карбонару делаете или нет? Нет, карбонара только раз в месяц. В основном готовим что-то более полезное, вот как капуста. Спасибо большое. Ну все, ну ешь тогда свою капусту. Вообще в школе нас кормят 3 раза в день. Первый раз это завтрак, он уже в 10 утра. Потом обед и полдник. Платят за это родители заранее. Но при желании излюбленную капусту можно купить и на месте. И цены, я вам скажу, куда приятнее, чем в ресторане. Вот так приходишь в столовую, и тут как раз висят расценки на обед. Значит, вот полный обед для детей 640 форинтов стоит. 803 это уже побольше что-то, а 1092 это диетическое. А я вам говорила, что диета это всегда очень дорого. Вы знаете, сюда приезжать не только полезно, потому что термальные источники, и ты омолаживаешься, но это еще безумно красиво. Вообще этим венграм повезло. И полезно, и красиво, и тихо, и птички поют, и солнце светит. И посмотрите, какая красота. Так, ну по школам я походила, по детским садам тоже, на озеро посмотрела и в санаториях была. А вот в гостях у тех, кто тут живет, еще нет. Значит, самое время зайти к моей подруге, которая живет в этом маленьком городе, и посплетничать. Ну а что еще делать в маленьком городке, как не сплетничать, правильно? Привет! Привет! Боже, как я замерзла вообще! Ох! Да. А у вас так тепло? Да, у нас в домах всегда тепло. Да. Так, ну что, коль я пришла, то давай показывай мне свое жилище. Так, и с кем ты тут живешь? Живу здесь сама. Одна? Да. Ты королева? А сколько тут комнат? 3. Завидная невеста. А это твоя квартира или ты арендуешь? Арендую. Квартира у Зиты не очень большая, но теплая и уютная. Здесь 3 комнаты, так что для одного человека более чем достаточно. По моему личному мнению, конечно. Но думаю, что она тоже так считает. Я плачу за нее 150 тысяч форинтов в месяц, плюс коммунальные. Но это немного. Также еще у нас есть сбор в фонд дома. Зита работает в одном из местных отелей, но какая зарплата конкретно у нее, я не знаю. А уровень зарплат в общем следующий. Средняя месячная получка по региону – это чуть больше 1000 евро в месяц, а минимальная – около 500 евро. Если смотреть чисто по моим бюджетам, я трачу на себя одну от 50 до 100 евро в неделю. Это на еду, одежду, развлечения и так далее. А вообще венгры, как правило, очень внимательно считают деньги и всегда откладывают. Есть ли правила как у вашего дома, как тут жить? Там мусор, я не знаю. Конечно, обязательно. При входе есть список правил. Например, не шуметь после 10 вечера и оплачивать вовремя все счета. Список должников там же. Есть у нас и глава дома, который всем этим управляет. Он, по сути, получает зарплату с фонда, на который скидываются все жильцы. И каждый год он отчитывается о проделанной работе. Ладно, с бытовыми вопросами все ясно. А теперь давайте наконец поговорим о чем-то более женском. Слушай, а расскажи мне, очень интересно, вот какие тут местные женщины? Вот какие они? Они, знаешь, такие приятные, хозяйственные, гулящие, знаешь, или сплетницы, завистливые. Ну вот, знаешь, вот просто вот интересно. Я бы сказала, что венгерские женщины очень семейные.
семейные. После работы сразу домой, занимаются детьми и домашними делами. Ну, хотя бы раз в месяц на девичник соберутся обязательно. Ну, сплетни. Ну, конечно, это же женщины. Надо нового бойфренда обсудить, коллег по работе. Сплетни как сплетни. Мы как с подружкой соберемся, господи, обсудим всех своих 2 друзей. А какие мужчины, тут вот ценятся? Какой мужчина считается классным? В первую очередь, конечно, главное, чтобы был хороший семьянин. Не гулящие? Бывает, но редко. А, наверное, сложно гулять в таком маленьком городе. Естественно, 5000 населения, тут все всех знают. Но я тебе скажу, что местный мужчина, если уже выбрал себе одну спутницу жизни, если уже женился, то, как правило, он очень порядочный и верный. Кстати, о семейных ценностях. Здесь это и правда не пустые слова. Вы уже прекрасно знаете, что почти все местные работают в туризме. Но, как я еще заметила, большинство тех, кто ведет свой собственный бизнес, работают в нем всей семьей. А кто-то ведет его уже не одно поколение. Мы живем и работаем здесь всей семьей. Например, когда я пойду на пенсию, следующим смотрителем замка будет мой сын. Он уже готовится к этому. Виноделием здесь занимается не просто моя семья, а мой род. Поэтому свою будущую профессию я, пожалуй, знал уже тогда, когда еще не умел говорить. У нас с отцом своя конюшня. Здесь почти 30 лошадей. И мы ими занимаемся, собственно, всю мою жизнь. Тут практически у каждой семьи есть не машина, не собака, а лошадь. Они с детства приучены ездить на лошадях. Для них это абсолютная норма. У меня 3 собачки, а у кого-то 3 лошади. Тебя обманули. Лошадь – это не дешевое удовольствие, так что она есть далеко не в каждой семье, пожалуй, в каждой 10-й. А вот ездить умеют практически все, это правда. Ты посмотри, на велосипедах ездят все, на лошадях ездят все. Тогда, может, здесь, как для велосипедистов, тоже есть специальные остановки вокруг озера с расческой для гривы и новыми подковами. Нет, такого нет, конечно. Катаются в основном в специальных местах, как это. Или арендуют коня. Это стоит 25 евро за час. Или на своем. А сколько стоит лошадь? Купить лошадь сколько стоит? От 3000 евро и до бесконечности. То есть, в принципе, как дорогая машина. Такая, которая сможет участвовать в соревнованиях, это минимум 11 000 евро. А как лошадь оценивает? Самая дорогая лошадь, какая? У нее 4 лапы, хвост, грива. То есть, за что она ценится? За все. За ее физические данные, за ее умения. Ведь конь тоже может быть обученным, а может и не быть им. Да даже просто за характер. И, конечно, за родословную. Содержание одной лошади обходится в среднем в 200 евро за месяц. Поэтому, как я и говорил, позволить себе это может далеко не каждый. Но кататься любят все. И местные, и туристы, конечно. Так люди приезжают в термы, чтобы оздоровиться, чтобы получить кайф, релакснуть, чтобы никто их не трогал, чтобы была тишина и спокойствие, и только птички. И это все тут есть. Но, конечно, это все бессмысленно, если нет чего? Лошадей, правильно. Отдых в термальных источниках абсолютно не имеет смысла. Вам тут и лошади. Это просто еще один вид отдыха. В первую очередь ментального. Ведь научно доказано, что общение с животным убирает тревожность и поднимает настроение. Но лошади далеко не самые интересные животные, которых тут можно встретить. Как и лебедь, не самые необычные домашние животные. Об этом подробнее смотрите в первом выпуске. Короче, я к тому, что если вы вдруг увидели где-то пушистый, белый и с виду очень уютный ковер, не спешите на него садиться, потому что может и укусить. Это наша венгерская порода собак – командор. Они часто живут на фермах, где охраняют овец. Их шерсть помогает им сливаться со стадом, и хищники не замечают их до последнего момента. Несмотря на такую мохнатость, они не линяют. Но имейте в виду, весной командор может набрать в шерсть половину тополя.
У хорошего заводчика щенок может стоить аж до 2500 евро. Но командоры — это не просто собаки, это часть нашей культуры. Их внешний вид может удивить, но за этими дредами скрывается умный и преданный друг. Одного из таких мохнатых друзей я, кстати, видела рядом с местным санаторием, в котором, проходя мимо, нашла еще один вид процедур. На этот раз уже последний. Больше показывать не буду, обещаю. Сейчас все больные, смотрите на меня, я вам расскажу такие процедуры. Посмотри, сюда, иди сюда, смотри. Все, у кого, дорогие девочки и мальчики, я не знаю, у кого целлюлит, болят суставы, вот сюда садитесь, закрываются и как-то это лечится, это все. Я не понимаю, тут вода поступает или какие-то лучи там. Но это все ерунда. А потом, смотри, у кого болят суставы, вот все, кто сейчас смотрит, да, у кого там суставы болят, вот специальная процедура для того, чтобы это все лечить. Сюда ноги ставятся, а сюда руки засовываются. И все, и ваши суставы, как у девочки. Представляете? Ой, жалко, что у меня ничего не болит. Черт, у тебя болит что-нибудь? Что ты врешь? Короче, сюда ноги, сюда руки. Главное, не перепутайте. Я уже даже точно не знаю, сколько именно разных форматов процедур я вам показала. Но поверьте, это даже не 10% от всего, что здесь есть. Но несмотря на то, что все вокруг Балатона живут здоровенькие, они все равно стареют. Пришла на встречу с пенсионером, говорит, приди сюда, и я буду тебя встречать. Похоже, встречаю его я. Спросив у людей, я разузнала, что назначенная встреча оказалась немного дальше. Но вы не удивляйтесь, что я в средневековом замке. Просто пенсионер, с которым я договорилась, здесь работает. А работает королем. Да, есть тут в средневековье такая работа. Я, конечно, много встречалась с людьми, но вот так, чтобы вот прямо в такой великолепной одежде никогда. Кто вы? Карл XII. Шучу. Я просто пенсионер. Я так и подумала. Я смотрю, пенсионер. Типичный нормальный пенсионер. Вы тоже пенсионерка, я правильно понимаю? Нет, я нет. Так у вас молодая. Я поняла, интересно. А что вы тут делаете в этих костюмах? Да просто развлекаем детей и туристов. Ну, вы деньги получаете за это? Нет, я просто помогаю своим сыновьям. Они тоже здесь работают, но они уже за деньги. Но вам хватает пенсии вашей? Да, вполне хватает. На нее и живем. Я получаю 280 тысяч форинтов в месяц. Для местного пенсионера это с головой. Как же здорово, что в финансовом смысле местные пенсионеры чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы просто работать бесплатно. А я еще напомню, что для них и в транспорте проезд бесплатный. И есть еще ряд других льгот от государства. А чем вы занимаетесь на пенсии, кроме того, что чувствуете себя королем в прямом смысле этого слова? Еще я на зиму отращиваю бороду и здесь же Санта-Клаусом работаю. А остальное время я провожу со своей семьей. Какая прелесть! То есть у меня такое ощущение, что выйдя на пенсию здесь, в Венгрии, люди себя чувствуют очень хорошо. Посоветуйте нашей молодежи, как надо прожить жизнь, чтобы на пенсии быть таким счастливым человеком, как вы. Прожить ее с пониманием того, что время не бесконечно. И надо уметь выбирать то, что действительно важно. Это дает свободу. А свободный человек – это счастливый человек. Во-вторых, конечно, нужно уважать людей. Даже если у тебя корона на голове, важно, чтобы в твоем самолюбии короны не было. Но главное, как по мне, это не оставаться одиноким. Одиночество – это главный враг старости. Если ты всю жизнь заботился об отношениях и думал о любви, то в старости у тебя будет и счастливая семья, и много поводов для радости. А сколько лет вы женаты? 35 лет. 35 лет. Тогда, пожалуйста, совет, как прожить 35 лет и еще улыбаться друг рядом с другом. А это просто. Надо ночевать в разных комнатах, чтобы не надоедать друг другу. Я это, кстати, совет слышу очень много сейчас в интернете. Вы такой современный, я смотрю.
Итак, чтобы жить долго и счастливо, любить друг друга, хорошо жить в разных комнатах, в разных квартирах, в разных домах, в разных странах, на разных планетах. Боже мой, будете любить друг друга всю оставшуюся жизнь. Что же такое местная жизнь? Я бы сказала, что местные неторопливы, но при этом они очень рано встают и много работают. Весной и летом они заняты оздоровлением туристов, осенью сбором урожая, а зимой готовятся к новому сезону. Их домашний быт прост, но полон уюта. А характер пусть снаружи спокойный, но на самом деле очень глубокий. Точно как само озеро Балатон. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Все города вокруг Балатона кажутся тихими и малолюдными, пока не зайдешь в любую гостиницу. А там жизнь кипит и бурлит. Бани, купальни, рестораны, салоны красоты. В общем, отдельная жизнь в отдельном городе. И зачем местным ехать куда-то отдыхать, если они и так живут на курорте? А вот есть зачем. И тем более есть куда. Я люблю отдыхать в Италии. Мы каждый год ездим в Хорватию на море. Мы тоже на пляж в Хорватию. У нас тут хорошо. Можно сказать, что есть свое собственное море, но порой хочется сменить картинку. Наша семья предпочитает лыжи в Альпах. А я люблю путешествовать каждый раз в новое место. Но куда бы местные не уезжали, их всегда тянет на родной Балатон. Ну а что? Свежий воздух, птички, в конце концов, утренняя стрельба из лука. А потом вечерняя терма. Я бы и сама так жила и жила, но у меня своя жизнь, у вас своя. А на Балатоне, как говорится, жизнь других.